Привет, друзья! Мое сегодняшнее видео про способы формовки хлеба совсем для новичков-хлебопеков. Я часто вспоминаю, как сама искала такую информацию, когда только начинала печь домашний хлеб. И сегодня чаще всего как раз и пользуюсь именно самыми простыми способами формовки. Что ж, начнем. Я разделила тесто на несколько заготовок. Первый способ самый-самый базовый. Округленную заготовку нужно вращать в одну сторону, подгибая рабочей рукой края под низ, к центру. Необходимо продолжать подгибать, пока не почувствуете, что заготовка плотная, тугая, но надрываться тесто еще не начало. Этим же способом очень удобно формовать маленькие булочки. То, насколько красивым получится хлеб, зависит от множества факторов, и то, насколько хорошо сформована заготовка, один из самых главных. Вы можете использовать самую крутую муку, замечательно вымесить тесто, но недостаточно туго сформовав заготовку или же наоборот переусердствовав, пустите на смарку все старания. Второй способ – подворачивание краев к центру внахлёст. Движение напоминает традиционный метод замеса теста. При этом заготовку необходимо вращать, чтобы в итоге получить круглую форму. Подвернув края по всей окружности, переверните заготовку и сделайте несколько вращательных движений, чтобы окончательно закрепить донышко. Давайте посмотрим на все это еще раз сверху. Следующим способом мне особенно нравится формовать хлеб, в котором я хочу максимально сохранить пузыри воздуха. Этот способ формовки очень деликатный и в то же время эффективный. Важно, чтобы на рабочей поверхности было совсем немного муки. Тесто должно как будто бы цепляться за поверхность. Протягивайте заготовку по направлению к себе по рабочей поверхности. Сделайте это несколько раз, поворачивая при этом тесто, чтобы получить округлую форму. Следите, чтобы поверхность теста натягивалась, но не надрывалась. Теперь давайте сформуем продолговатый хлеб. Его можно будет испечь как в виде батона, так и отправить в форму. Начните формовать заготовку вторым способом, подгибая края к центру, но при этом пускай пласт приобретает продолговатую форму. Затем подверните заготовку в рулет, немного покачайте ее по рабочему столу и сделайте пару-тройку протяжек, чтобы зафиксировать шов. Посмотрите, как это выглядит сбоку. И последний способ формовки, который я хочу вам сегодня показать, это простая раскатка и сворачивание в рулет. Такой способ формовки дает мелкопористый мякиш, так как в процессе раскатывания теста скалкой до толщины в 1,5–2 см крупные пузыри воздуха просто выдавливаются, и за время расстойки хлеб становится пронизанным равномерного размера порами. Сворачивая тесто, поджимайте его. Что ж, заготовки сформованы и готовы отправиться на расстойку. Желаю вам ароматного, вкусного хлеба с хрустящей коркой. Надеюсь, видео было для вас полезным и вы поставите лайк, а также подпишитесь на мой канал.